вас, мои дорогие! Сегодня поговорим о том, что я уже давно обещала. Под конец видео будет совсем все серьезненько. Если вы к этому готовы, замечательно. Но вначале хочу предупредить. Дорогие культурологи, экономисты, политологи, историки и так далее, я только слегка затрону тему, чтобы люди полезли в интернет, сами над собой поработали. За что же нас ненавидят в Корее и в Японии? Ну что, поехали! Начнем с самого простого. Это спорт. Сейчас вы такие, а что тут такого-то? Если японцы еще более или менее наконец-то свыклись с такой вещью, как то, что в России база спорта и олимпийских чемпионов все-таки великая, мощная вещь, и они обожают наших спортсменов, особенно фигуристов, до такой степени, что, по-моему, даже круче, чем наши фанаты. И прямое тому доказательство последняя анимешка Ryuri on Ice. Вот это просто фанфары любви к русским фигуристам. Спасибо им за это большое, потому что я сама обожаю именно фигурное катание. Здесь, в Корее, в принципе, в Японии тоже патриотично, но здесь не только мы. Только мы лучшие, только мы самые-самые, потому что патриотизм до мозга костей. Болеем только за своих. Если мы еще в процессе каких-то спортивных игр, помимо своих, еще болеем там и за Беларусь, и за Украину, там и еще за кого-то. В общем, за всех тех, кто нам понравился, чтобы они тоже там особо, в общем-то, лицом в грязь-то не ударили. Здесь только свои. И нам тут яростно припоминают мне Ким Юну и Виктора Ана. В принципе, понятно, да? Что они все еще припоминают нам это. Потому что я, будучи студентом, не смотрела Олимпийские игры. Телека нет, времени нет. Вы о чем вообще? Меня заставляли смотреть видео Ким Юна versus девочка наша и говорить о том, что наша более профессионально, посмотрите на угол. В общем, довели это все до чуть ли физматематических вычислений, насколько у нее правильные все вот эти тулупы, лусы и так далее, по сравнению с нашей девочкой, которая вообще только вылезла, и почему она получила медаль, а наша замечательная королева льда нет. Ребята, вы за свою болеете, я за свою страну болею, и когда я увидела видео, немного хотела сказать, честно, потому что у нас тоже была, и я все еще считаю ее королевой льда, Ирина Слуд, которую не раз на Олимпийских играх и не только просто засуживали, потому что она из России, и вот все. Я уж молчу про нашего гимнаста, который сподвиг весь стадион кричать «бу», когда его засудили. Но это говорит о том, что наших спортсменов уважают, потому что наши спортсмены, не все на ГМО выросли, не все на каких-то, извините меня, травках-муравках запрещенных росли. Кто-то вообще вон из деревни вылез. Ничего, чемпионами стали. Как им это доказать, как им это рассказать, не знаю, это нереально. То есть попытаться с ними разговаривать на эту тему себе дороже. Ты во всем виноват окажешься. Плюс еще окружающие пострадают. Стараюсь не разговаривать с ними по этому поводу. Не дай боже, вы попадете на соревнования какие-нибудь, где будет Россия против Кореи. Все, предатель! Руссо-туриста, облика морали. Я не знаю, какое морали, будем честными, да, потому что наш образ вот этого русского туриста уже осмеял и КВН, и Comedy Club. Все уже осмеяли наш образ, который так впаялся в мозги всех иностранцев, что я боюсь его исправлять и исправлять нам, потому что этот образ ластоногого льва прерии, кровь которого в этом алкоголе не найти иногда в период-то отпуска. Ну как же так, мне можно? Иногда такое вытворяет, что многие, кто просто тоже отдыхает, и я думаю, с вами такое же тоже было. Встречая таких сограждан, хочется притвориться, что ты иностранец, вообще не понимаешь, что происходит. У меня была неоднократно такая история, что в Египте, что в Тунисе. Это называется образование. Какое вы дали образование человеку? В Тунисе какие-то два шкета стояли на русском языке, говорили парню, что вот обезьяна только что слезла с пальмы, давай обслуживай нас. А в другом случае девки тут стояли, обсуждали, что вот эти грязные руки неандертальцев мне накладывают есть фи. Что я просто разворачивалась что в одну сторону, что во вторую сторону, говорила, типа, ты на себя посмотрел. Ты сюда отдыхать приехал, а он здесь работает. Это его работа, обслуживать тебя, так прояви к нему уважение. Примерно то же самое сказала и тем девушкам. Вот в чем было мое дикое удивление, когда этот человек на русском языке мне сказал спасибо. В Тунисе так вообще человек, оказывается, учился на повара в Питере. И ведь этот образ везде. Но это же еще не все. Мы же когда отдыхаем, как же без любовных перипетий? На каждый день.
Я молчу про то, когда у нас тут визу-то отменили, как у нас тут все коллекционировать-то начали. Молодцы, замечательно. Не подумали о тех, кто, например, на длительный срок едет. И как бы, сами понимаете, да, руссо-турист облика морали здесь прям разбивается в дребезги. Я сталкивалась не раз с такими людьми, не раз оскорбляли тех, кто работает, либо просто вели себя настолько сильно вульгарно вызывающе. А уж здесь, простите, не Египет. В Японии это вообще отдельная история. Люди даже стали писать на бумажках на русском языке, чтобы определенные вещи здесь не делали, типа из серии «Здесь вам не туалет». Бумагу типа там вот там возьмите, не вытирайте газетой. Не рвите цветы с клумбы. Я, конечно, понимаю, там, видать, в порывах страсти девушку пытались соблазнить. Как это у нас ведется, там, дернуть пару цветочков-то. Там же как бы объявления еще не такие страшные на самом деле, но они тоже сподвигают к тому, что столкнулись и явно не раз. Причем особенно страдают те города, в которых как раз происходит в большей степени набег. В Японии это самый близкий к Владивостоку город, Сахалину там, да. Здесь это, конечно, Сеул, там-то вообще несколько районов русских уже давно, а то это сам полгорода Анчон, если не ошибаюсь. И здесь Пусане. С Пусане здесь тоже хватает, наш тут портовый голод, из Владика корабли приходят. Вообще замечательно. У нас здесь есть целых тоже 2 улицы, самый распространенный, всем известно, это Техас. И теперь поговорим про 80-е и 90-е прошлого века, папики и девочки, которых привозили как в Японию, так и сюда, в Корею, на заработки, на улицу красных фонарей. Сами понимаете, какой образ создан, что папики, понятное дело, мафия, а девушки, понятное дело, доступные девушки. То есть это тебе не образ воспитанной, начитанной и умной девушки из института благородных девиц. Сами понимаете, какой образ. А тут еще подпитано обновившимися данными. Тогда-то наследили так, что взрослое поколение это ого-го как помнит. И каждый раз там, ты с русским встречаешься? Он же мафиози. С русской встречаешься? Она же танцовщица в баре каком-нибудь. Не важно, что ее там близко не стояла, она вообще-то студентка. Все это классно пришпандоривается к тому, что произошло сравнительно недавно, после того, как у нас отменили визовый контроль. Хостес понабежала. Если в Японии уже давно с этим научились как-то бороться и даже отличать девушку-хостессу от простой девушки, как они это делают, на самом деле я не знаю, но благодаря прообразам 2 женщин, которые на телевидении есть, и они ведут достаточно умные беседы, у японцев все-таки сошел на нет вот этот вот образ доступной женщины в виде россиянки. Спасибо, дорогие женщины. Но они там это уже делают больше 5 лет. Здесь этого еще нету. Все прообразы девушек, которые случайно попадают на экран, это либо модель, которая что-то как-то, ну не знаю, видом точно не кажется. И сейчас это Элина, из которой пытаются что-то слепить, что она такая милая, белая, плюшевая, пушистая. То есть пока это еще начинает, как говорится, набирать обороты, но грязь уже есть. Наши приехали на коллекционировали, хостесами приехали, замечательно. И мало то, что старое поколение об этом знало, новое еще нет, теперь еще и новое об этом знает. И каждое слово, что ты из России, все вот это так сразу к тебе чпок. Не важно, что ты на учебу приехал, что тебя там рядом не стояло, не важно. Вот там одна знакомая твоя, ах, она твоя знакомая, ой, значит, вы одинаковые, все из-за компании. Чпок, стереотипами тебя так. Я в такой грязи успела здесь поваляться, при этом ничего не сделав. Но здесь, как и в Японии, земля слухами полнится так, что ты потом не отмоешься. И пытаться это пояснить, это, по-моему, нереально. Я уже говорила, что едешь в чужую страну, нужно изучить плюсы и минусы, но при этом еще и культуру этой страны, чтобы не вляпаться, чтобы не создать о себе плохого впечатления, потому что мы же тоже представители своей страны. И мы как-то не особо заботимся о том, что о нас будут думать, потому что я же отдыхать поехал. Я знаю, что все имеют право на отдых, но отдыхать-то нужно культурно. Потому что мы вляпались. То есть вот помахать кулаками здесь, влезть в какую-то перипетию, а то и вообще в какие-то криминальные вообще подоплеки, как нифиг делать. То есть образ мафиози и вообще-то, да, доступной девушки у нас тут просто не стирается. Мы не можем это исправить, потому что мы себя так ведем. Что думаете, на этом все заканчивается? Нет. Приготовьтесь к самому офигенному удару, который я последние несколько недель здесь переживаю. СССР. Нам прописывают за СССР. Фиг бы с ним там уже с постсоветскими приколами, что тут на Техасе творилось, так я вообще молчу. Интересно будет, я оставлю вам ссылочку 18+, правда. Откровение путаны постсоветского времени, как раз с улиц Техаса. Такая порнография вообще. Зато будете знать, каково это было здесь, там в Сеуле, таких улиц-то.
Угу. Не, нам еще из СССР прописано. Тут сейчас такие политиканы набежали, такие истории, чуть-чуть такие. За СССР нас, по-моему, вся планета ненавидит. У меня есть две половины этой истории. С одной стороны, у меня по папиной линии участники Великой Отечественной войны, за что мы должны все по групп жизни быть обязаны. Выиграли же войну-то, да? А с другой стороны, у меня мама с ее семьей, сталинские репрессии. Я, зная обе эти половины, я уважаю определенные вещи в СССР, и я, естественно, как и многие другие, что-то не люблю. Но ты понимаешь, что это определенная часть истории, что она, слава богу, прошла и закончилась, слава богу, хорошо. Но в этот период Сталин снабдил Северную Корею, да, вами известную Северную Корею, орудиями, и они поперли на свою же половину, на своих же. В тот период здесь еще и американцы, конечно, были. И вот когда они дошли до примерного рубежа Пусана, когда большая часть народа как раз сбежала на тот самый остров Йондо, когда был поднят мост, его вообще там взрывать собирались. Та-да-да-да-да-да! США, спасатели, великие супермены, им помогают, и они их вытесняют, соответственно, уже в дальнейшем с помощью США на тот уровень, на который мы уже на данный момент знаем, кто разделил, кто виноват. СССР, Сталин. Как им объяснить, что это тот период истории, за который, с одной стороны, конечно, стыдно, с другой стороны, там было столько всего сделано, мы, черт побери, Великую Отечественную выиграли. Не важно. Ты хочешь им объяснить, что ты знаешь и ту сторону, и эту сторону, как бы это уже прошедшая часть. В любой истории, в любой стране можно так покопаться и в что-то в такое вляпаться, но будем честными с друг другом. То есть не простой народ виноват в том, что произошло, а правители, которые отдавали приказы. Им-то не вдомек, что там много других исторических факторов, много других вещей каких-то произошло, потому что им преподают определенные только куски. И ты разводишь руками, и ты не знаешь, что здесь делать. Сидеть, вещать исторические какие-то видео на корейском языке, типа «Здравствуйте, дорогие корейцы! Сегодня мы будем вам рассказывать о том, как же Русь строилась. Начнем с азов, Киевская Русь. Да, тогда мы были все вместе, братья-славяне». То есть вот этого понимания нету, потому что просто ты виноват, СССР. И Япония тоже. Давайте нам острова обратно, давайте. И вот за это вот все. Нас здесь не любят. Ни в Корее, ни в Японии. Если в Японии уже как бы сошло на нет, спасибо достопочтенным женщинам на телевидении, здесь еще этого нет. Это еще нужно строить. Одной меня будет явно мало. И это ни одного человека должна быть. Это заслуга. Здесь должны стараться мы все. Мы представители России. Куда бы мы ни поехали, будь то Корея, будь то там Европа, какая-нибудь другая страна, мы представители нашей страны. Нам надо вместе менять мнение о том, что мы какие-то викинги, которые только делают, что пьют, с медведями сражаются, и вообще у нас там зима. Аляска, лет не бывает никогда. Потому что многие отсюда не могут выехать, а кто может выезжать, они едут в Европу. Зачем им в Россию? Вот это какая-то непонятная земля, через которую они пролетают. Нафиг надо. Там СССР, что-то там, нет, не хочу туда. То есть вот этот образ нужно менять, как и то, что девушка доступная, а мужчина мафиози. И стоит к нему подойти, там начинается гоп-стоп. Как это менять? Все зависит от нас. Общением, поведением и тем самым, как мы сюда приезжаем и как мы здесь отдыхаем. И это только в ваших силах изменить. Не только в моих же тут сидеть с бубном им объяснять. Поэтому я хочу, чтобы вы мне помогли в этом. Давайте менять это мнение о России вместе. Ну что же, на этом все. Не забудьте подписаться на мой канал, поставьте пальчик вверх, если вы хотите поменять мнение о России. Не забудьте оставить свой комментарий. До новых встреч. Пока-пока. Да, теперь вы понимаете, почему новое поколение тоже начало распускать руки, почему я не хочу ходить на улицу Техас. Не знаете, я вот оставила 18+, предупреждаю еще разочек, да. Даже греченьку купить невозможно нормально. Как приляпают ко мне чего-нибудь, я ж там потом не отмою. Приляпается так, прям как тату, на всю жизнь. Поэтому будьте осторожны, дорогие мои, мы ж красивые, умные, интеллигентные. Вот надо им это показать.